Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас продукция от компании Beauty-Luxe. Компания Beauty-Luxe представляет свою продукцию на платформе AliExpress. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу с теми товарами, о которых пойдет в речь в данном обзоре. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. В качестве комплимента продавец в посылку положил также 2 набора наклеек. В последнее время от этого магазина посылки всегда приходят с такими презентами. Итак, Air Cushion – это втирки в новом формате выпуска. И скажу вам, такой формат мне очень даже понравился. Каждый стик был отлично зафальцован. На каждой такой своеобразной ручке есть наклейка с логотипом компании, а также указан номер и серия втирки. В каждой серии втирки с разным эффектом. Раскручиваем колпачок, и вот в каждом таком колпачке находится пружинный механизм и по заявлению производителя 0,5 грамм втирки. Визуально определить количество втирки в колпачке не предоставляется возможности. Да и в принципе, через какое-то время, скажем так, после использования, понять, хватит ли вам данной втирки, скажем так, на 10 ноготков, думаю, тоже будет сложно. Итак, втирка под номером 01 из серии TA. Втирки из этой серии имеют ярко выраженный зеркальный эффект. Кстати, все втирки я втирала в топ без липкого слоя, не теплый. И для того, чтобы полностью перекрыть типс, мне понадобилось 2-3 набора вот этой самой втирки на аппликатор. Втирки из данной серии отлично перекрывают типс и с белой, и с черной подложкой. Тут единственное, конечно же, есть разница в конечном результате. На белой подложке втирка выглядит просто светлее. Ну и еще одна втирка из этой же серии под номером 04. Данная втирка уже с таким розоватым подтоном. Очень удобно то, что на каждом стике есть цветная наклейка, которая пусть и приблизительно, но все же сориентирует вас, какая втирка находится в ручке. Следующие 3 втирки будут из серии TA, и первая под номером 05. Это такая красная насыщенная втирка. Втирки из данной серии с эффектом металлик. Втирки довольно неплохо смотрятся и на белой, и на черной подложке, но вот этот самый металлический эффект все-таки лучше и ярче выражен именно на черной подложке. К тому же на белых подложках создается впечатление, что втирка как-то неровно легла и видны кое-где проплешины. Именно поэтому лучше, конечно же, все-таки втирки из данной серии наносить все-таки на черную подложку. Также стоит отметить, что в таком формате втирки расходуются очень экономично. И на столе, вот знаете, нет такой сильной, скажем так, пыли, грязи от самих этих втирок. А вот следующие 2 втирки будут из серии SE. И данные втирки можно использовать не только в нейл-арте, но и в макияже. Данная серия втирок с эффектом хамелеон. Именно поэтому и на белой, и на черной подложке втирки смотрятся абсолютно по-разному. Еще одним плюсом данной формы выпуска является то, что и аппликатор, и втирка все в одном флаконе. То есть после применения вам не нужно очищать аппликатор. И вот если бы колпачок с втиркой был бы прозрачным, то вот лично для меня минусов в такой форме выпуска вообще бы не было. Дальше речь пойдет о Nail Art гелях от компании Beauty-Luxe из коллекции Dazzling. И тут название говорит само за себя. Невероятно ослепительные блестяшки. В каждой пластиковой баночке по 10 грамм продукта. Каждая баночка была изначально герметично зафольгирована. Вы только посмотрите, как много различных голографических блесток в составе. В составе гелей из данной коллекции помимо различных блесток находится также поталь мельчайшими фрагментами. За счет этого вот эта вот самая масса, действительно ослепительно сияет. Такие гели при помощи кисточки, если можно так сказать, мы не наносим, а скорее выкладываем на ноготки. За счет огромного количества сияющих частиц создается впечатление, что в один средний слой гель полностью перекрывает типс, но на самом деле основа у данных гелей полупрозрачная. И тут я не могу не сказать коронную фразу: камера всей красоты не передает, вот уж поверьте.
На ноготках эти блестки создают, очень праздничное настроение. И тут иной раз даже задумаешься, делать инкрустацию из страз на весь ноготок или все-таки использовать вот такую коллекцию. Данные гели я полимеризовала в 48-ваттной гибридной лампе в течение 30 секунд. Все отлично просохло. Гели немного самовыравниваются, но для идеально гладкого покрытия придется перекрыть такую красоту либо двумя слоями топа, либо одним выравнивающим слоем базы и одним слоем топа. Несмотря на это, конечный результат стоит всех этих усилий. И мне очень понравились данные гели. Не зря вот эта вот коллекция полюбилась уже многим девочкам. Коллекция Dazzling от компании Beauty-Lux пользуется хорошим спросом. И вот не так давно они решили выпустить еще одну коллекцию блестяшек под названием Blaine, что в переводе на русский означает «побрякушки». Тут также в пластиковой баночке 10 грамм продукта. Изначально все баночки зафольгированы. В этой коллекции блестки не менее очаровательны, но они крупнее, и из-за этого выложить их на ноготок, скажем так, немного сложнее. К тому же вся эта масса из крупных блесток не очень хорошо распределяется и уж совсем плохо выравнивается. На мой взгляд, данная коллекция гелей отлично подойдет для выкладных френчей, там, где вот именно этой массой будет легко и быстро, скажем так, выложить нужный объем. Из-за совсем неравномерного распределения блесток аквариумный эффект получается более эффектным. Но вот, к сожалению, перед тем, как перекрывать такое покрытие топом, лучше все-таки его выровнять, забафить. Либо придется, скажем так, перекрывать очень толстым слоем базы и топа. В общем, 2 баночки из коллекции побрякушки я, скорее всего, буду использовать при наращивании на верхние формы. А так блестят они, конечно, тоже довольно шикарно. Следующий товар – это гель-краска для росписи с эффектом серебряное зеркало. Тут в пластиковой баночке 6 грамм продукта. Изначально баночка была также герметично зафольгирована. Данный гель очень густой и очень пигментированный. В баночке это выглядит вот действительно как такой вот жидкий расплавленный металл. Гель рассчитан исключительно для росписи, но увидев такую красоту в баночке, я вот просто не могла не попробовать нанести его на типс. И, конечно, мне очень хотелось, чтобы вот на типсе это выглядело вот так же, как и в баночке. Но, как оказалось, ровно и равномерно нанести его на поверхность довольно сложно. И, соответственно, эффект этот совсем теряется. Я пробовала это делать разными кисточками, и мягкими, и жесткими, но загвоздка тут в другом. Дело в том, что вот этот вот слой для нанесения, он просто не просыхает. Вот в моей 48-ваттной гибридной лампе не сохнет. Да и вот этого самого эффекта жидкого расплавленного металла, его тоже нет. Поэтому наносить его на весь ноготок вот просто смысла не вижу. Единственный оптимальный вариант для использования данной гель-краски – это действительно вот что-нибудь порисовать. Какие-то полосочки, может быть, какие-то заклепочки, можно даже там и вензеля умудриться нарисовать. Единственное, стоит помнить, что после полимеризации данная гель-краска не должна контактировать, скажем так, с жидкостью для снятия гель-лака. Иначе вся вот эта вот красота, вся вот эта вот серебристость, она просто станет серой. Компания Beauty-Lux представляет также серебристое зеркало в формате гель-лака. Думаю, там консистенция пожиже, и вот там как раз-таки этот гель можно будет нанести уже на весь ноготок. А вот следующие Nail Art гели от компании Beauty-Lux меня вот прям порадовали. Это своего рода находка для меня. Данные гели из коллекции «Платиновая живопись». Вы только посмотрите, какая консистенция, какое множество тут мельчайших блесток. Возможно, сейчас кто-то скажет: да, у меня есть там куча гель-лаков с таким же количеством мелких блесток, все то же самое. Но, уверяю вас, это совсем не так.
Посмотрите, блески равномерно распределяются. Один тонкий слой практически перекрывает прозрачный типс. Покрытие замечательно самовыравнивается. Ну а то, что данные гели отлично подходят для рисования, для многих девочек, ну, конечно, для тех, кто умеет рисовать, данная коллекция, вот я уверена, будет просто находкой. Здесь самое главное выбрать те цвета, которые вам понадобятся для рисования. И все, вот никаких проблем, вот я просто уверена, с данной гель-краской у вас просто не возникнет. И пигментация, и консистенция просто, вот, на мой взгляд, шикарные. Я уже неоднократно говорила, что рисовать не умею. И, конечно же, эта коллекция лично у меня будет расходоваться в основном как цветное покрытие. Со своей стороны, я, конечно, очень надеялась, что данные гели подойдут для стемпинга. Вроде бы и пигментация отличная, вроде бы и консистенция отличная, но, увы. Видно, из-за вот этих вот, ну, скажем так, из-за вот этого большого количества блесток, рисунок, он, конечно, я смогла его все-таки перенести на штамп, да, там, и затем уже на типс, но из-за вот этих блесток рисунок, он как бы перестает быть читаемым. Несмотря на это, я нисколько не пожалела, что теперь данные гели есть в моей коллекции, потому что цвета у них действительно шикарные. Ну а так как новогодние праздники уже не за горами, думаю, на каждую такую баночку с блесками найдутся желающие. К тому же уже буквально через несколько дней на AliExpress начнется большая распродажа 11.11. В официальном магазине компании Beauty Lux в дни распродаж можно будет приобрести их продукцию с очень хорошей скидкой. К тому же не забудьте, ну, скажем так, получить купон от продавца, тогда цена будет еще более привлекательной. Не знаю, как у вас, но у меня всегда корзина переполнена хотелками, и порой, чтобы добавить что-то в корзину, мне нужно что-то удалить оттуда. В общем, к распродаже 11.11 я, можно сказать, всегда готова. Со своей стороны, я искренне желаю вам отличного, удачного шопинга. Ну а все ссылки на представленную продукцию вы сможете найти в описании под видео. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!